ехать или ездить. Какая между ними разница? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня посмотрим, чем отличаются глаголы «ехать» и «ездить». На первый взгляд между ними практически нет разницы. Оба они являются глаголами движения на транспорте. Обратите на это внимание, особенно если путаете их с глаголами «идти» и «ходить». Но все же есть пара нюансов, которые их отличают друг от друга. Должно быть несложно, поэтому не переживайте, сейчас совсем разберемся. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. И первый глагол у нас «ехать». Это глагол, который обозначает движение на транспорте в одном направлении. И движение это либо происходит прямо сейчас, то есть это процесс, либо запланировано на будущее. И, как правило, речь идет о конкретном действии. Например, «я еду в магазин». Это говорит именно об этом действии, которое происходит в настоящий момент, а также о том, что я еду в одну сторону, из дома в магазин. Дальше непонятно, какой у меня будет маршрут и будет ли, но конкретно сейчас я говорю о движении в одну сторону, из дома в магазин. Здесь я могу еще уточнить, на чем я еду. На автобусе, на машине, на трамвае, на такси, на метро, на велосипеде и так далее. То есть здесь мы можем указать вид транспорта, на котором мы едем. А чтобы сделать из этого предложения будущее время, достаточно добавить такие слова, как завтра, на следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году и так далее. То есть любой указатель будущего времени. Я завтра еду в магазин. Это то, что я заранее запланировала на завтра. А теперь глагол «ездить». Он обозначает регулярное и повторяющееся действие на транспорте. Это действие, которое происходит на постоянной основе. И на него могут указать такие слова, как часто, всегда, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, по вечерам и так далее. Например, я езжу в магазин каждый день. Здесь, во-первых, имеется в виду, что я езжу туда постоянно, это многократное действие, а во-вторых, что движение разнонаправленное, от дома к магазину и от магазина к дому, и так каждый день. Таким образом, основное различие заключается в том, что ехать указывает на однократное движение, которое происходит в конкретный момент, а ездить на повторяющееся или привычное действие. Давайте посмотрим, как спрягаются эти глаголы, а затем я приведу несколько примеров, чтобы было понятно наглядно, как их использовать. Глагол «ехать» – настоящее время. Еду, едешь, едет. Едем, едете, едут. Прошедшее время. Ехал, ехал, ехал или ехала. Ехали, ехали, ехали. Будущее время. Буду ехать, будешь ехать, будет ехать. Будем ехать, будете ехать, будут ехать. Глагол «ездить». Настоящее время. Езжу, ездишь, ездит. Ездим, ездите, ездят. Прошедшее время. Ездил, ездил, ездил или ездила. Ездили, ездили, ездили. Будущее время. Буду ездить, будешь ездить, будет ездить. Будем ездить, будете ездить, будут ездить. А теперь примеры. Ей всегда нравилось ездить по разным городам. Регулярное действие. На этих выходных она едет в Великий Новгород. Однократное действие. Каждое лето они ездят отдыхать на море большой компанией. Повторяющееся разнонаправленное действие. В этот раз они едут отдыхать на море большой компанией. Однократное и однонаправленное действие. Она ездит на занятия по йоге 3 раза в неделю. У нее такое расписание, и она ездит постоянно в такие-то дни. Она впервые едет на занятия по йоге и, возможно, больше туда не поедет. Обычно я езжу на работу на автобусе, но сегодня я его пропустил и поэтому еду на велосипеде. То
То есть еду на велосипеде только сегодня, а обычно езжу на автобусе. Они едут в отпуск через 2 недели. Раньше они ездили в отпуск намного чаще. Мы ехали через такие живописные места, что просто не могли налюбоваться. Ехали конкретно в тот раз. Мы не часто ездили по этой живописной дороге, а жаль. То есть обычно мы ездили по другой дороге и на эту не попадали. Я еду к тебе прямо сейчас. Я постоянно езжу к тебе, поэтому в этот раз приезжай ты ко мне. И на этом у меня сегодня все. Это не первая пара похожих глаголов, которые мы здесь рассматриваем. Поэтому внизу оставлю ссылку на плейлист, где вы сможете найти уроки по другим глаголам. Надеюсь, вам стало понятнее, чем отличаются глаголы «ездить» и «ехать». Но главное, что нужно помнить, это то, что это глаголы движения на транспорте. Если у вас есть вопросы, пишите о них в комментариях, а я постараюсь на них ответить. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!